Приветствую вас на канале Техревизор. Подобрал для обзора 5 портативных приставок для гейминга, актуальных к покупке в 2024 году. Скажу сразу, в рейтинг я не стал добавлять совсем уж старые приставки по типу PSP. Никто не спорит, в 10-х годах ее хотели многие, но сейчас на рынке есть современные модели с кучей крутых фишек, яркими экранами, удобным управлением и мощным железом. В топе собраны разные консоли от разных брендов под разные потребности, пожелания и бюджет. Конечно, портативная приставка – вещь не такая доступная, как хотелось бы. Но если есть желание при минимальных затратах играть в поездке, в парке, да хоть у себя дома лежа на диване, то все равно найдется вариант. А чтобы вы могли узнать актуальную стоимость модели из этого рейтинга, я оставлю в описании под видео ссылки на маркетплейсы. Прежде чем продолжить, подпишитесь на канал и нажмите колокольчик, чтобы не пропустить выход новых обзоров. Ну, а теперь приступим. Начнем с самого бюджетного и доступного варианта в мире портативного гейминга. Это Nintendo Switch Lite. Почему было не взять обычную версию Nintendo? Все-таки культовая приставка. Ну, потому что, во-первых, Lite — это самая маленькая и действительно компактная игровая приставка для мобильного использования. Она на 30% короче остальных участников и на 50% легче. В то время как обычный Switch все-таки побольше и потяжелее. Поэтому эта позиция больше для тех, кому нужна максимально легкая и компактная приставка, чтобы брать с собой в поездки и вылазки. При этом у Lite вполне приличный экран диагональю 5,5 дюйма с разрешением 1280 на 720, то есть HD. Для незнающих пользователей после смартфона с Full HD+, такое разрешение звучит пугающе. Но для приставок это обычная история. Даже модель с первого места на HD. Да и чего переживать, если зернистость и пиксельность вообще никак не портят впечатление от игры. Экран яркий, четкий, детализированный. Конечно, при желании можно разглядеть пиксели. Но когда такой задачи нет, гейминг вообще не ощущается каким-то неполноценным. Процессор тут стоит от Nvidia. Tegra X1 на 8 ядер по 1 ГГц. Много энергии не потребует, игры на хороших настройках графики запускает. Памяти, правда, маловато. Всего 4 гигабайта оперативки и 32 постоянной. Но никто не мешает докупить SD-карту и закачать хоть полтерабайта игр. При этом приставка довольно прилично держит заряд. Около 3-4 часов можно сидеть безвылазно в зависимости от игры и настроек. А это уже очень приятный результат. Так даже флагманские консоли не умеют. В этом плане, конечно, Switch OLED отличается. И автономность у него часов 5-6, и экран покруче. На OLED-матрице. Но там и размеры приставки поболее, и ценник выше. Поэтому, если вы не гонитесь за компактностью, можете рассмотреть не лайтовую версию, а Nintendo Switch OLED. Но особо не торопитесь, впереди еще много интересных вариантов. На 4-е место я поставил, пожалуй, самую переоцененную приставку – MSI Clav A1M. Нет, она неплохая, имеет свои фишки на фоне конкурентов, но за ее ценник сейчас можно собрать игровой ПК на средних компонентах. Поэтому давайте я просто расскажу о ней, а вы уже сами решите, стоит она того или нет. Внешне очень громоздкая, особенно после Nintendo Switch Lite. 294 мм в длину, 117 в высоту и 21 в толщину. Да, и весит прилично, 675 грамм. В руках прям четко ощущается увесистый здоровенный планшет. Такие размеры объясняются в том числе увеличенным экраном. Тут у нас дисплей диагональю 7 дюймов. MSI не пожалели для него даже Full HD разрешение и 120 Гц. В идеале еще бы OLED-матрицу, но решили ограничиться IPS. В целом не критично, так как картинка на выходе получается насыщенной, сочной, с улучшенной детализацией и плавностью. Другое дело, что не каждая игра пойдет в 120 FPS. Тут есть одна фишка MSI – их ИИ, который самостоятельно регулирует ТДП. За счет него хорошо настраивается баланс производительности и автономности. Например, на высоких настройках графики тот же Fortnite или Call of Duty хорошо идет 60 кадров. А чтобы получить плавный фреймрейт в тяжеленной Hogwarts Legacy, лучше немного снизить настройки. Но не переживайте, в играх полегче можно выжать и 120 FPS, поэтому они здесь не для галочки. Ну и зарядку эта приставка держит уверенно, на высоких нагрузках способна работать около 1,5 часов. Поэтому и по производительности, и по автономности, и по дисплею, да еще и с полезным ИИ эта приставка действительно хороша. Но насколько она стоит своих денег, решайте сами. На 3-е место я поставил Lenovo Legion Go.
Вот это уже машина не только для игр. По размерам номинально она самая большая среди всех, хотя все равно недалеко ушла от прошлой MSI. А вот вес в 854 грамма — это, конечно, сильно. Чуть ли не килограмм нужно переносить. Так что по эргономике и удобству хвата тут есть куда стремиться. Но смотрите, в чем дело. Сама по себе приставка рассчитана не только на игры, но и на рабочие задачи. 11-я винда дает возможность заниматься хотя бы офисными делами. Да, для игр, конечно, не самая лучшая платформа, так как вечно она занимает много оперативки, которой и так мало — 16 гигов. Но работать на ней можно, причем успешно. Тут правый контроллер отсоединяется и может работать как мышь. Не слишком удобно, но попробовать можно. Для игр стало плюсом увеличение экрана. 8,8 дюйма, так еще и с 2К разрешением. А железо здесь довольно-таки неплохое. Поэтому некоторые игры при определенных настройках эта приставка тянет. Да, не в 120 Гц. Они тут просто не поддерживаются. Но даже 2К на такой диагонали выглядит очень интересно. А там уже и до Full HD или HD понизить можно ради некоторых тайтлов. Картинка все равно приятная для глаз. В качестве процессора тут стоит 6-ядерный AMD Ryzen Z1. Производительный, горяченький, но со своими задачами справляется. Ему в помощь не хватает разве что большого количества оперативки. Но 16 гигов тут все-таки борются за стабильный и плавный фреймрейт даже в тяжелых играх. Батарейку бы только побольше для таких размеров, но около часа на максималках получается вытягивать. По автономности самая слабая в этом рейтинге Asus ROG Ally Z1 Extreme. У нее внутри аккум на 40 Вт в час, которого в тяжелой игре на высоких настройках графики хватает примерно на час. А там, если поиграться с ТДП, снизить разрешение экрана, выставить графику поскромнее, то можно получить больше. Поэтому автономность разнится от игры к игре и ваших пожеланий. Внутри у приставки стоит апгрейднутый процессор AMD Ryzen Z1 Extreme. 4 нанометра, 8 ядер, частота в максимуме до 5,1 ГГц. Ну и плюс к нему неплохая встроенная графика на 12 ядер. Ну и еще 16 гигабайт оперативки, не самое бесполезное. Жаль только, что винда прилично съедает. Но по производительности это самая мощная консоль из всего рейтинга. Но и самая слабая по автономности. Если вы собираетесь носить ее с собой на прогулки и поездки, лучше брать еще и зарядку. Экран у нее достойный, качественный, Full HD разрешение. Частота обновления 120 Гц. Вот тут, кстати, 120 Гц раскроется интереснее в большем количестве игр, если сравнивать с MSI Cloud. Например, в Формуле 1 выходит около 100 кадров. GTA 5, Dota 2, Strange Brigade в среднем 120 FPS выдают при определенных настройках. Что-нибудь посложнее, Far Cry, Cyberpunk, Ведьмак уже около 60 кадров. Во все тайтлы играть можно где-то в 60, где-то в 120, где-то с графикой повыше, где-то пониже, также и с ТДП. Единственный момент уточню. Тут среди органов управления нет сенсорной панели. Обычно они нужны в старых играх. Но невелика потеря, играть все равно удобно. Размер только не такой комфортный, как хотелось бы, но быстро привыкаешь. Первое место занимает Valve Steam Deck OLED. Без этой приставки рейтинг был бы не рейтингом. Эта приставка, как по мне, почти во всем идеальна для портативного гейминга. Особенно если не хочется разбираться во всяких настройках, установках и улучшайзинге приставки посредством разгона, перепрошивки и прочего пердолинга. Из минусов выделю разве что только размеры и вес самой приставки. Но после громоздкого Lenovo Legion уже ничем особенным не удивишь. А так разработчики настолько сильно заморочились с оперативкой, что с каждым обновлением приставка работает все лучше и лучше. Да, сама по себе Steam Deck вообще не самая мощная. У нее стоит неплохой прос AMD APU на 4 ядра, 16 гигов быстрой оперативки, но все это на Linux, а не на Windows 11. Linux, конечно, в разы лучше подходит для гейминга. По крайней мере, он хотя бы не сжирает АЗУ и не создает фоновую нагрузку на процессор. Железо тут хоть и не самое лучшее, но оптимизация самой системы решает все проблемы. Можно легко запускать игры, просто установив их из Steam. После установки не нужно даже ничего настраивать и подкручивать. Большинство игр автоматически выставляют нужные параметры, чтобы выдавать стабильный фреймрейт. А так как экран тут не самый навороченный, на 7,4 дюйма с HD разрешением 1280 на 800 пикселей и частотой обновления 90 Гц, Steam Deck'у особо много и не нужно, чтобы обеспечить вам стабильно приятный гейминг без лишних заморочек. И даже автономность тут вполне сносная. Стоит батарейка на 50 Вт в час. Ее можно растянуть часа так на 1,5-2 при красивой графике и тяжелой игре. Поэтому, если ищете хорошую приставку с мощным железом, приличной автономностью и геймингом без заморочек, то нужно
собрать Steam Deck, за что я его и поставил на первое место. На этом мой рейтинг подошел к концу. Стоимость всех моделей рейтинга можете посмотреть по ссылкам, оставленным в описании и закрепленном комментарии. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх, а также не забывайте включить уведомления, чтобы первыми узнавать о новых рейтингах и обзорах техники. А с вами была команда канала Техревизор.